Всем доброго дня! Настала осень, и это значит, что самое время сделать обзор на восьмиструн. Вы спросите, почему? Потому. Появился он у меня около 4 месяцев назад. Вы все прекрасно слышали про эту гитару. Это гитара с AliExpress, которая называется V-Glorify, и стоит она в среднем 11 тысяч рублей. Она и вправду заслуживает внимания, давайте я вам про нее расскажу. Для начала пройдемся по основным ее характеристикам, и знаете, на самом деле, читая описание и вот характеристики на сайте, на AliExpress, я немножко, офигеваю вообще, как всегда, от перевода. Потому что уже у нас идет 25-й год, а перевод на Алишке как был года, я не знаю, какого там, 15-го, он такой и остался. Что касается основного материала гитары, то это клен. Я надеюсь, я сейчас все правильно скажу, и вот вы не будете опять в комментариях писать, что нет, это другое дерево, ты не понимаешь. Блин, как олейник заговорил. Потому что я повторюсь, мне вообще плевать, какое здесь дерево, потому что это электрогитара, а не акустическая гитара, блин. Где от материала дерева у тебя зависит реально звук. Так вот, значит, основной материал у нас клен. Материал грифа, тут написано вообще какое-то техническое дерево. Я не знаю, что это. Задняя часть это у нас аккум. Я, в принципе, не знаю, где они здесь чем отличаются, но написано аккум. Будем им верить на слово. А материал корпуса я вообще не знаю, к чему это отнести, но здесь написано 3 баррел. В общем, сделал небольшое резюме по дереву. У нас основная часть это клен, накладка какое-то техническое дерево, задница из аккума. Я, конечно, не знаю, из чего здесь сделана накладка, но судя по тому, что она черная, то сделана она наверняка из черного дерева, поэтому мы с вами будем прорезать микс. 24 лада, 2 хамбакера, 3-позиционный переключатель, ну и 2 потенциометра. Один для громкости, другой для тона. Гриф у нас состоит из 5 кусков. Вот такие вот у нас здесь тоненькие, да? Нормально видно? Такие вот у нас тоненькие здесь вставочки. Но, наверное, поможет, и гриф никуда не поведет. Анкер у нас здесь 1, не 2, к сожалению, но, в принципе, за 11 тысяч очень даже неплохо. Колки здесь я не знаю какие, ноунейм какие-то, но как бы настраивать ими удобно и строй держат хорошо. Ну а звучки здесь пассивные, то есть, никаких активных звучков, понятное дело, здесь не будет. Также просто посмотрите на эту инкрустацию, я надеюсь, будет видно. Да, в принципе, в камере тоже там все отражается. Это вам не какие-то просто белые шарики, это, перламутр настоящий. В принципе, я думаю, немножко я рассказал про эту гитару. Что еще про нее рассказать, я не знаю, именно по характеристикам. Давайте я вам лучше расскажу про минусы, с которыми ко мне приехала эта гитара. Начнем, конечно же, с самого неприятного. Это повреждение. То есть, я сейчас попробую вам показать, да, если у меня будет видно. Ну-ка, давай. Ну-ка, фокусируйся, мне надо как-то спрятаться, потому что у меня гитара не фокусируется. Фокусируйся, гнида. Вот у меня наконец-то сфокусировалась, да, смотрите, у меня, в общем, здесь она пришла вот с таким вот сколом, и здесь прям этот вот кусок фанеры, да, еще он. Опа, ёпта. Ёлки-палки, я тут кусочек только что отломил, мне это не нравится, посмотрите. Капец, это смешно выглядит, но у меня просто не фокусируется, вот вы видите, короче, на грифе. Я только что оторвал кусочек, его. Вот она с этим косяком приехала, и мне теперь придется его обратно приклеивать, В общем, да, у меня вот здесь вот на грифе отломался кусочек, который я только что доломал. И также были еще небольшие вмятины, вот здесь тоже на грифе. Но это как бы не критически, мне было все равно на это. Ну, конечно, да, видно немножко. Я написал продавцу, он мне там $10 скинул. Также хотелось бы отметить, что здесь довольно такие мягкие лады. Я не скажу, что они прям супер мягкие, потому что изначально я хотел брать гитару с верными ладами, где там вообще все жаловались, что они стачиваются, буквально вот моментально. Поэтому мной было принято решение взять версию попроще. Но здесь все-таки лады тоже не сказать, что такие прям жесткие, но и не такие мягкие. Поэтому играть можно, но в будущем, я не знаю, года через 2 придется, наверное, их заменить.
смотря как часто вы будете играть. Также еще небольшим минусом я бы хотел отметить здесь, что для 7 и 8 струн мне хватает здесь мензуры. Как вы можете заметить, у меня здесь они максимально утоплены назад. И при этом, ну-ка, да, вот так вот. И при этом мне все равно немножко не хватает. Я как бы отстроил, но все равно вот чуть-чуть не хватает, знаете, самую малость. Но играть уже можно. На самом деле я сейчас вот нисколько не приукрашивал, но это, наверное, самая удобная гитара, которая у меня есть на данный момент, после моего любимого Charvel. Потому что на этой гитаре на самом деле очень удобно играть. Здесь вот что мне нравится, плоский гриф и очень мягкая на самом деле в прижатии гитары. То есть не нужно пыхтеть, чтобы там зажать что-то. Я думал, это будет сложнее намного, но как оказалось, очень комфортно на ней играть и в целом руки даже не устают, я бы так сказал. О, еще чуть не забыл рассказать про одну штуку. С завода эта гитара заводится. А если вы будете играть там на репточках или еще где-то на концертах, то есть вероятность, что она у вас будет очень легко заводиться. По крайней мере, у меня так. Она вот на репетициях у меня всегда заводится. Поэтому здесь также нужно будет сделать экранировку, что я еще не успел пока сделать, но мне не к спеху. Но перед концертами, конечно, да, это надо будет сделать в любом случае. В принципе, с теоретической частью мы разобрались, и теперь можно послушать звук.
такой вот у нас получился с вами обзор. А теперь, пока вы не забыли, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще звук этой гитары. Напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, какие-то мнения есть по звуку у этой гитары. Итак, я думаю, я достаточно рассказал вам про эту гитару. Что я могу сказать? Эта гитара полностью оправдывает эти 11 тысяч, которые она стоит. Не, ну серьезно, вы видели какой-нибудь 8 струн дешевле 11 тысяч, который еще и работать будет с завода? Пишите в комментарии ваши какие-то идеи, пожелания. Если вы с чем-то не согласны, все обсудим. Я открыт к обсуждению. И, пожалуй, закончим на этой прекрасной ноте. Не будем прощаться. Всех обнял, всех люблю.